Лариса Долина – популярная эстрадно-джазовая певица и актриса. Вклад этой певицы в развитие отечественной культуры очень высок. Его оценили по достоинству. Долину многие не считают красивой женщиной, однако в умении себя подать, импозантности и смелости ей равных почти нет. Долиной абсолютно все равно, что там говорят недоброжелатели у нее за спиной, или о чем в очередной раз трубит желтая пресса. О своей личной жизни Долина говорить не любит. Да и о чем можно говорить? О 3 разводах, один из которых подарил ей любимую дочь. Или о том, что ей хочется, чтобы рядом с ней был надежный спутник, который поддержит в трудной ситуации и никогда не предаст. Мы, в отличие от певицы, решили рассказать о том, как складывается ее личная жизнь. Лариса Долина родилась в Баку 10 сентября 1955 года. Ее настоящая фамилия – Кудельман. Родители певицы – евреи по национальности. Лариса никогда не скрывала данного факта, хотя она всегда считала свою фамилию чересчур длинной и не слишком подходящей для сцены. По этой причине в качестве псевдонима певица стала использовать девичью фамилию своей мамы. Родители очень рано обратили внимание на таланты маленькой девочки. У нее обнаружился абсолютный слух, сильный голос, прекрасная музыкальная память. С 6 лет Лариса стала учиться в музыкальной школе по классу виолончели. Артистка определилась с будущим в 12-летнем возрасте, когда впервые вышла на сцену в пионерском лагере. Кудельман спела с вокально-инструментальным ансамблем «Магелланы». Выступление имело успех. Сначала ей предложили танцевать с коллективом, а затем уже с другим ансамблем, еще будучи школьницей, она начала петь в ресторанах. В 9 классе Лариса прошла через ряд прослушиваний, и юную певицу взяли в ансамбль «Волна». Ей даже пришлось оканчивать школу экстерном, чтобы иметь возможность заниматься творчеством. В жизни певицы было 3 брака. С Анатолием Мианчинским Долина работала в одном ансамбле. Целый год они встречались, а потом сыграли свадьбу. В ожидании малыша Долина не переставала работать в полную силу. Однажды у Ларисы даже случился обморок. Едва она вернулась за кулисы после живого выступления. Упала на руки ведущей, которая вызвала скорую и неотлучно находилась рядом, пока не приехал врач. Роды тоже были тяжелыми. У Долиной отрицательный резус-фактор крови, что и повлекло за собой осложнение. Но главный шок ждал ее уже после родов. Очнувшись, она выяснила, что дочь родилась совсем слабой и была доставлена в другую больницу. Чтобы роженица не сбежала, врачи наотрез отказывались говорить, куда увезли малышку. Но разве Ларису удержишь? Весь день она ездила по Москве в поисках ребенка, пока не обнаружила ее в Морозовской больнице. Спустя некоторое время Лариса стала отмечать, что ее брак не похож на тот, о котором она мечтала. Признавая себе в происходящем, Долина рассказывает, что так и не добилась понимания от мужа, который вместо того, чтобы поддерживать звездную жену, начал ей завидовать. К тому же Анатолий начал выпивать, что, впрочем, Лариса называет скорее следствием неудачного брака 2 разных людей. В 1987 году Долина развелась с мужем. После развода Мианчинский периодически общался с дочерью Ангелиной, хорошо с ней ладил, отмечал, как дочка на него похожа. Живя в Петербурге, периодически приезжал в Москву, чтобы встретиться с дочкой. Поначалу Лариса не возражала, хоть и жила уже с другим мужчиной. Но позже певица запретила бывшему мужу общаться с дочерью. Сейчас Анатолий Мианчинский одинок, у него серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию на ногах, получил инвалидность. Болезнь не отступает. Бывший муж Долиной заперт в 4 стенах, не может работать и водить автомобиль. Уехав после расторжения брака в Ульяновск, певица создала собственный джаз-коллектив, бас-гитарист которого, Виктор Митязов, начал буквально ходить за солисткой по пятам, осыпать комплиментами, признаваться в бесконечной любви и задаривать охапками чайных роз. Сердце певицы растаяло. После первого неудачного брака ей хотелось стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Виктор Митязов показался певице тем самым мужчиной, на крепкое плечо которого можно опереться. Особенно важным для Ларисы стало то, что второй муж не завидовал ее успеху, наоборот, всячески поддерживал, направлял. Долина решила не узаконивать отношения с Митязовым. Начав жизнь с чистого листа, певица изменилась в лучшую сторону. Похудела, нашла удачный стиль. Первый год супруги обитали в гостинице. Затем при спонсорском посредничестве сумели купить в столице квартиру. Митязов оказался хорошим отчимом для Ангелины. По утрам водил падчерицу в школу, днем на музыкальные занятия, вечером забирал. Семейная жизнь протекала спокойно. Супруги продуктивно работали вместе. Жизнь шла своим чередом, пока в команде Ларисы Долиной не появился Илья Спицын, новый бас-гитарист. Парня она не замечала целый год, пока случайно не встретилась с музыкантом взглядом.
Сегодня она вспоминает, как полоснули ее по сердцу эти полные нежности влюбленные глаза. Сначала дружба и ухаживание, потом страстный роман. Когда Лариса начала встречаться с Ильей Спицыным, он был женат, растил ребенка. Но влюбленную артистку этот факт не смутил, как и большая разница в возрасте. Певице на момент знакомства было 49 лет, ее возлюбленному 29. Целый год артистка разрывалась между Ильей и тогдашним супругом Виктором Митязовым, ее концертным директором. Певица рисковала своей семьей, музыкант своей. Супруг Долиной узнал о любовнике жены из слухов, но не придал значения. Она всегда нравилась мужчинам, что только про нее не говорили. Но когда понял, что слухи стали явью, до последнего боролся за Ларису. Дело дошло до рукоприкладства. Охваченный ревностью и обидой, муж ударил Ларису Александровну и 2 часа держал ее под прицелом охотничьего ружья, умоляя не уходить. Главный хит «Погода в доме» Лариса Долина записала именно в тот период, когда уходила от мужа к любовнику. Долина оставила мужу совместную квартиру. Виктор не стал оформлять жилище на себя, убежденный, что бывшая жена не затребует имущества. Спицын тем временем ушел из семьи и скитался по знакомым. Следом за ним и Лариса решила прекратить двойную игру, собрала вещи и съехала на съемную квартиру, в которой вскоре появился и Илья. В 1998 году они окончательно стали парой. Лариса говорила, что никогда не сделала бы такого шага, если бы не была полностью уверена в себе, в Илье и в их счастливом будущем. Постепенно Спицын взял в свои руки все финансовые и организационные дела коллектива Долиной, и под его руководством деньги потекли в дом рекой. Однажды на день рождения жены он придумал презент-надпись «Лариса Долина» на борту самолета. Певица признавалась, что купалась в знаках внимания любимого мужчины. За 20 лет совместной жизни с певицей Спицын из гитариста превратился в ее концертного директора и продюсера. Слухи о том, что их семейной жизни пришел конец, впервые появились в 2018 году. Говорили, что Спицын изменил Долиной, а она не стала этого терпеть и выгнала мужа. После развода с третьим супругом Долина сильно похудела и похорошела. Певица призналась, что только за последний год сбросила 21 килограмм. Радикально похудеть Долиной помог профессиональный диетолог. Лариса пришла в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После этого врач составил для нее список продуктов, которые ей можно есть и которые нельзя. Диетолог запретил ей есть фрукты и почти все овощи, даже морковь и брокколи. Эксперт также категорически запретил ей употреблять яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, молочные и кисломолочные продукты. В список разрешенной еды входят все виды мяса, кроме говядины и телятины, а также любая птица и рыба, помидоры, огурцы, красный перец и свекла. При этом певица теперь ест 2 раза в день, последний прием пищи в 15 часов. Теперь она может позволить себе любые наряды, даже самые короткие и очень облегающие. Долина отлично знает, что многие ее за это критикуют, мол, негоже в ее годы так одеваться. Но отказываться от мини-юбок и декольте она не собирается. Долина сообщила, что одна и не собирается строить отношения с противоположным полом. Счастливая мать и бабушка также поведала о нежелании в принципе выходить замуж, поскольку собирается сконцентрироваться на работе и общении с внучкой Сашкой и дочкой. Лариса Александровна разоткровенничалась и сообщила, именно внучка примирила ее с дочерью Ангелиной, с которой ранее отношения складывались прохладными. Сейчас же семья воссоединилась, и обе находят темы для общения друг с другом. Звезда сцены начала совместное творчество с внучкой, записывая новую песню. Заботливая бабушка старалась поддержать девочку во время ее дебюта, находя слова, чтобы та не волновалась.